Представьте себе, что вы стали свидетелями настоящего чуда, момента, когда сотни незнакомцев, собравшихся вместе на одном пляже под ярким солнцем, объединились, чтобы спасти одну единственную жизнь — жизнь гигантского существа, выброшенного на берег. Это трогательная и вдохновляющая история о том, как человеческая доброта и сострадание могут достичь невозможного, даже когда природа, кажется, выносит свой суровый приговор, подчеркивает важность единства и солидарности в моменты критических ситуаций, ведь часто именно они способны изменить судьбы живых существ. Правильно подумать, что в мире, полном жестокости и равнодушия, существуют такие моменты, которые открывают в людях самые светлые уголки их душ. В теплых водах яркой и экзотической Бразилии, наполненной жизнью и чудесами природы, произошел невероятный инцидент, который потряс не только местных жителей, но и людей со всего мира, когда мирное утро на пляже внезапно превратилось в сцену экстраординарных событий, когда посетители пляжа заметили странное и тревожное поведение группы дельфинов. Словно исполняя необъяснимый, но чарующий танец, эти грациозные морские существа приближались к берегу, а в конечном итоге оказались беспомощно распростертыми на песке, выброшенные на сушу, как будто отказываясь покидать свои привычные водоемы. Все это вызывало огромную тревогу и беспокойство у людей, собравшихся на пляже, но на самом деле это было только начало долгой и поучительной истории, которая заставит нас поверить в силу человеческого сострадания и единства. Самым поразительным и тревожным в этой ситуации было поведение дельфинов, которые все еще находились в воде, стараясь каким-то образом помешать своим сородичам выбираться на сушу. Они продолжали намеренно высаживаться на берег, словно откликаясь на какой-то невидимый зов, который никто не мог понять в этот момент. Это неожиданное поведение вводило в недоумение и смятение, вовлекая даже тех, кто никогда ранее не задумывался о мире дельфинов и о том, как они могут искренне проявлять свои чувства. Ученые давно предупреждали общественность и власти о том, что деятельность человека в океане, подводные сонары, промышленный шум и эхолокационное оборудование оказывают разрушительное влияние на составы морских экосистем, создавая настоящий хаос для чувствительных навигационных систем морских млекопитающих. Это все равно, что пытаться найти дорогу домой среди оглушительного шума и постоянных помех, когда каждый вновь соединяющийся и разъединяющийся звук разрывает хрупкое спокойствие. Системы навигации, которыми обладают эти удивительные существа, могут попасть в замешательство, теряя ориентиры и возможность связаться с семьей. Но настоящее испытание человеческого милосердия и храбрости еще впереди, ведь на пляже Рио-де-Жанейро произошло событие, которое потрясло весь город и вызвало широкий резонанс в средствах массовой информации. Молодой 14-метровый горбатый кит, один из самых величественных существ планеты, выбросился на берег в поисках спасения. Его внезапное появление привлекло внимание множества людей, ставших свидетелями этого необычного происшествия. Поначалу гигант казался безжизненным, его тело было потрясено, и лишь легкое, почти незаметное движение его плавника выдавало признаки жизни того, что он все еще сражается за свое существование. Именно в этот решающий момент времени, когда казалось, что надежда начинает угасать, время начало работать против этого величественного существа. Каждую секунду, которую он проводил на суше, его шансы на выживание уменьшались. Новость о ките, выброшенном на берег, мгновенно распространилась по городу со скоростью лесного пожара, как только добрые сердца начали собираться на пляже в попытке помочь этому беспомощному существу. В течение всего нескольких часов пляж превратился в импровизированный спасательный центр. Множество незнакомцев, отрывающихся от своих собственных дел, объединились с единственной целью — спасти жизнь этого удивительного существа. Они организовали настоящую спасательную операцию,
невероятную демонстрацию силы человеческой солидарности и сострадания, которая не могла оставить равнодушным никого. Некоторые люди обливали кита водой, борясь с палящим солнцем и обезвоживанием, в то время как другие координировали работу экскаваторов, прокладывая путь к спасительным водам, тем самым демонстрируя свою преданность делу и желанию помочь, готовые сделать все возможное ради спасения жизни. 23 часа. Именно столько длилась эта битва за жизнь, и каждая минута казалась вечностью. Люди не оставляли своего подопечного, как преданный друг, бесконечно заботясь о нем, как о члене своей семьи, готовые бросить все и остаться рядом. При этом скалы и дороги вокруг пляжа были заполнены зрителями, которые, затаив дыхание, наблюдали за каждым этапом спасательной операции, полные надежд и переживаний за судьбу этого горбатого кита. Организаторы спасательных работ намеренно держали основную толпу на расстоянии, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы спасательной команды, бережно контролируя ситуацию и сохраняя порядок среди растущего количества людей, стремящихся помочь. Кульминационный момент этой удивительной и вдохновляющей истории наступил, когда прорытый канал наконец соединялся с океаном, и у кита появилась возможность вернуться в родные воды, в ту стихию, откуда он пришел. Кит был тщательно закреплен тросами и медленно отбуксирован обратно в родную стихию. Это была победа человеческой воли, силы духа и сострадания над тем, что казалось невозможно и неизбежным. Это была над именно тем, что когда-то казалось поистине обыденным. Позже исследователи обнаружили, что этот юный кит был частью ежегодной миграции горбатых китов от берегов Южной Бразилии в антарктические воды, что добавило еще большее значение этому событию и эмоциям, связанным с его спасением. Подобно подростку, заблудившемуся в большом городе, он потерял свою стаю и попал в беду, блуждая в поисках ориентира и даже не ведая о том, куда ему двигаться дальше. Но благодаря неравнодушию сотен людей и их усилиям он получил второй шанс воссоединиться со своими сородичами, продолжить миграцию и возобновить свой путь. Именно этот путь стал символом надежды и вдохновения для всех, кто стал свидетелем этого удивительного события, показывая, что каждая жизнь важна и каждая спасенная жизнь может изменить все. Но внимание заслуживают не только масштабные спасательные операции, которые способны потрясти сердца и повысить осведомленность общественности, инициируя важные разговоры и обсуждения вокруг сохранения морской флоры и фауны. Не менее трогательна и значима история об одиноком дельфине, запутавшемся в водорослях после отлива, который также мог бы стать еще одной жертвой жестокости природы, если бы не внимание обыкновенной семьи, проводившей время на своей лодке в этом живописном и спокойном месте. Отец семейства, видящий, что дельфин борется за свою жизнь, не раздумывая, бросился на помощь, предварительно обвязавшись страховочным тросом и оценивая риски своего поступка перед всеми собравшимися на пляже. Первые минуты спасения были напряженными и полными волнений, когда испуганное животное начало нервничать и сопротивляться, проявляя признаки дикой паники. В этом случае дельфин оказался почти беззащитным, но, на удивление, обладая чувством инстинктивного страха перед тем, что он считал угрозой, он вдруг начал понимать, что этот человек не опасен. Постепенно, словно почувствовав добрые намерения человека и его желание помочь, дельфин успокоился и даже начал помогать своему спасителю, демонстрируя удивительное сотрудничество и взаимопонимание, возникающее между человеком и морскими обитателями. Это явление показало всему миру, насколько тонкой может быть грань между различными формами жизни, существующими в нашем мире, основанном на доверии и взаимопомощи. Человек и дельфин соединили свои усилия для достижения общего результата, создавая настоящую симфонию взаимопонимания.
Самым трогательным моментом этой истории стало прощальное выступление спасенного дельфина, когда после того, как прилив вернул ему свободу и возможность вернуться в свою стаю, он устроил настоящее акробатическое шоу. В течение нескольких минут этот удивительный и грациозный дельфин выпрыгивал из воды, словно танцуя, как бы выражая свою безмерную благодарность тем, кто пришел ему на помощь и спас его жизнь. Каждый его прыжок был наполнен радостью, словно он хотел показать всему миру, как сильно он ценит то, что ему помогли. Дельфин бросал в море искры счастья. Каждый новый скачок сиял, словно символизируя триумф жизни и силы духа. Это было не просто зрелище, это был момент чистой радости, эмоционального наполнения и празднования жизни, который объединил всех людей, собравшихся в этот день на пляже, в этот миг неимоверной глубины любви и сострадания. Все они стали частью этого волшебного момента, который сблизил их вне зависимости от пола, возраста или национальности. Эти удивительные истории заставляют нас задуматься о том, насколько важны в нашей повседневной жизни даже небольшие и искренние проявления доброты. Не обязательно спасать китов или дельфинов, чтобы сделать мир лучше, ведь иногда достаточно просто не игнорировать чужую беду и протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. За каждой такой историей спасения стоят обычные люди, которые просто не могли остаться равнодушными к страданиям других существ. Их душевное тепло и доброта в каждом действии затрагивали сердца окружающих. Они не стремились к славе или признанию, не ждали наград или аплодисментов за свои действия. Они просто совершали добрые поступки, основываясь на своем сердечном побуждении, и именно это делает их истинными героями. Именно эти моменты человеческой солидарности и сострадания дают надежду на то, что мы сможем сохранить этот мир и все его удивительное разнообразие, которое делает каждое живое существо уникальным и важным. Возможно, прямо сейчас, когда вы смотрите это видео, где-то в мире происходит еще одно маленькое чудо. Кто-то протягивает руку помощи другому живому существу, и неважно, кит это, дельфин или любое другое существо. Важно то, что мы способны проявить заботу и участие, способны объединиться для спасения жизни и выражать свою любовь и преданность окружающему миру, к которому мы все принадлежим. И хотя не у всех из нас будет возможность поучаствовать в спасении кита или дельфина, каждый может сделать что-то доброе прямо сегодня, проявляя доброту и человечность в своем бедном, но значимом бытии. Каждый из нас может стать частью чего-то большего, чем просто повседневные заботы и рутинные обязанности, помочь тем, кто нуждается в поддержке, и создать свою собственную историю о доброте. Потому что именно из таких маленьких добрых поступков, складывающихся в целое, рождается великое чудо под названием «Жизнь». Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить больше подобных видео и не забыть о той невероятной силе, которую мы сами можем привнести в мир вокруг нас, становясь не только зрителями, но и активными участниками чудесного процесса жизни.